Глава 451. Суперинтеллект. Большое изменение произошло с южной летней страной. Население центрального государственного города увеличилось на треть с тех пор, как Чутянь ушел, и оно было вдвое оживленнее, чем раньше. Это произошло не только потому, что центральный государственный город стал имперским городом южной летней страны, но и потому, что именно там было место происхождения Комитета чудотворной торговли. У Комитета чудотворной торговли была большая исследовательская лаборатория и большой производственный сектор, который помогал развиваться центральному государственному городу. Особенно после того, как Комитет чудотворной торговли связал их космический склад. Комитет чудотворной торговли часто продавал различные материалы из леса хаоса в южную летнюю страну, в значительной степени увеличивая власть южной летней страны. Прямо сейчас такие люди, как маркиз Божественный Ветер и маркиз Золотая Стрела, преодолели свои давние узкие места и достигли первого слоя истинного духа. Войска берсеркеров Южного государства обучались у берсерков южных варваров, и часть из них была нанята южной летней страной в качестве официальных войск. С огромным количеством оружия, также купленного на фабрике энергетического оружия Комитета чудотворной торговли и естественной защитой озера 4 государств, королевство гончих не могло получить никаких преимуществ. Теперь, когда южная летняя страна в основном восстановилась, они не были слабее по сравнению с прошлым. Южная летняя страна также быстро создала себе репутацию. Теперь из соседних стран часто приезжали караваны, чтобы купить продукцию Комитета чудотворной торговли. Поэтому, даже если жители южной летней страны по-прежнему использовали золотые монеты южной летней страны, они уже должны были использовать исходные камни для крупных коммерческих сделок. Это было признаком трансформации страны. Южная летняя страна скоро станет великой летней страной. Когда Кларк прогуливался по улицам центрального государственного города, он чувствовал, что находится в другом мире. Было много дирижаблей, летящих по небу, и было много больших зданий с большим количеством экранов, на которых отображались всевозможные рекламные объявления, а также постоянно звучали громкоговорители. На улицах было меньше повозок с животными. Главным образом из-за того, что Комитет чудотворной торговли изменил культуру, центральное государство стало местом с очень сильными инновациями. Предварительные автомобили изначальной энергии, работающие на аккумуляторах изначальной энергии, вышли в свет, и многие люди уже используют этот новый удобный способ передвижения, перемещаясь взад и вперед по улицам города, как жуки. Это было действительно слишком шокирующим. Может ли такое маленькое королевство, как южная летняя страна, развиться до такого уровня? Живость и богатство человеческого города намного превосходили воображение Кларка, он не смел поверить, что это маленькое королевство. Не исключено, что за последние 100 лет люди могли быстро подняться. Возможно, еще через несколько тысяч лет эльфы и духовные звери будут подавлены людьми. Также большая перемена произошла и с центральной государственной лабораторией. Когда Чутянь покинул центральное государство, он взял части лаборатории и перенес их в южное государство. Центральная государственная лаборатория была сосредоточена на работе над компьютерами изначальной энергии, и после многих расширений они были в 2 раза больше, чем раньше. Исследовательский персонал, работающий над компьютерами изначальной энергии, достиг более 2000 человек. Чутянь предоставил ключевые технологии и идеи. Более 2000 человек экспериментировали более 135 тысяч раз, прежде чем наконец-то сделать что-то, что превзошло нынешнюю эпоху. Все члены Центральной государственной лаборатории знали о прибытии Чутяня, поэтому они все вышли поприветствовать его. Чутянь видел много знакомых людей, таких как братья Лин. 2 из них создали Небесный альянс, и теперь они присоединились к Комитету чудотворной торговли по своему желанию, став официальными исследователями секты Юнь. Они были молоды и талантливы, заставляя других ревновать. Теперь они шли по пути своей мечты. Приветствую председателя и заместителя председателя. Эти люди взволнованно поклонились, почти став на колени перед Чутянем и Мэн Цину. Многие из этих людей были учеными со всего мира, а некоторые из них раньше не видели Чутяня. Они знали Чутяня только благодаря изображениям, которые они видели, и фактам, которые они слышали. Чутянь был богом, которому поклонялись в южной летней стране, и теперь легендарный персонаж появился перед ними. Как они могли не волноваться? Чутянь был очень шокирован, когда мы получили всех этих людей. Это естественно. Гао Цинцу уже прорвался в царство истинного духа. Он выглядел намного моложе, чем раньше, и, возможно, он был более жизнерадостным из-за полноценной жизни. Здесь не только ученые страны Южного лета, но и многие люди, которые прошли 1000 миль, приезжая из других стран, чтобы учиться у нас и стать членами секты Юнь. Среди них уже 4 великих ученых. Чутянь кивнул. Неплохо, неплохо, секта Юнь укрепляется. Самым счастливым в укреплении секты Юнь, конечно же, был старик Юнь Тиньхэ. Происхождение секты Юнь началось от семьи Юнь в центральном государстве. Семья Юнь была просто семьей маленькой страны, но теперь они стали всемирно известными.
Возможность переместить большую часть своей семьи в секту Юнь было поистине невероятным шагом. Нынешняя сила секты Юнь никогда не была такой сильной, как сейчас. Карлики, с которыми Чутянь вступил в союз с их академическим уровнем, насчитывали по меньшей мере несколько сотен великих ученых. Тем не менее, их знания были ограничены их региональной изоляцией, а это означает, что ученые-люди имели разные методы исследования в отличие от карликов. Эти две расы должны были обменяться друг с другом. Не говоря уже о секте Юнь, основанной Чутянем. Гоу Цинцу и Юнь Тиньхэ шли за Чутянем уже целый год, у них в руках было огромное количество основных техник Комитета чудотворной торговли. Это был разрыв, который не могли преодолеть ученые в мире, поэтому нельзя было судить о силе по их знаниям. Группа Чутяня начала свой визит в Центральную государственную исследовательскую лабораторию. Хотя часть Центральной государственной исследовательской лаборатории секты Юнь была перенесена в Южное государство, она все еще была самой ранней исследовательской лабораторией Комитета чудотворной торговли, поэтому именно здесь была собрана большая часть технологий компании. У них были запасы почти каждого продукта и технологии Комитета чудотворной торговли. Я предлагаю старейшине Кларку собрать группу ученых, как только мы вернемся, и позволить ученым-карликам приехать в Центральное государство, чтобы немного поучиться, как вы думаете. Это как раз то, о чем я подумал. Кларк был уже глубоко потрясен Комитетом чудотворной торговли. Кларк только сейчас понял историю Чутяня, и он также почувствовал большие возможности и перспективы. Большинство карликов были учеными, у города чудес были более богатые ресурсы, а исследовательская лаборатория в городе чудес была больше, и Чутянь использовал город чудес для размещения штаб-квартиры Комитета чудотворной торговли, поэтому в будущем секта Юнь будет непременно находиться в городе чудес. Карлики получат большую возможность. Если клан сможет войти в секту Юнь, карлики, несомненно, будут играть важную роль в секте Юнь, что было достаточно для того, чтобы карлики были записаны в истории. В будущем они станут представителями ученых континента, первопроходцами всех видов изобретений, используя этот метод, чтобы стать важным крупным кланом, Юнь Тиньхэ открыл большую дверь лаборатории. Перед ними были ряды черных ящиков. Когда они вытащили черный ящик, в каждом ящике находился энергетический массив. Эти ящики были собраны в шестерки и образовали шестиугольник. Когда они были связаны друг с другом, они образовали крупномасштабную комплексную энергетическую матрицу. Эти энергетические матрицы состояли из десятков групп, и каждая матрица имела более 100 массивов, что в общей сложности составляло более 300 тысяч рун. Требовалось 10 энергетических колонн, работающих вместе, чтобы приводить все это в действие. Это основные части, они представляют собой предварительную вычислительную матрицу изначальной энергии. С гордостью сказал Юнь Тиньхэ, весь набор включает в себя более 300 станций обработки и 8 различных хранилищ информации. Его скорость вычислений составляет 500 миллионов операций в секунду, поэтому он может обрабатывать огромное количество информации. 500 миллионов операций в секунду, Кларк показал ошеломленное выражение. С такой мощной вычислительной мощью, если бы они использовали это для вычетов или экспериментов, насколько это было бы полезно? 500 миллионов. Чутянь покачал головой. Это медленно. Это все еще медленно, все не знали, что сказать. Не говоря уже о том, что он слишком большой, Чутянь посмотрел на 6 больших черных ящиков и покачал головой. Нам нужно увеличить силу матрицы, одновременно уменьшив их размер, в противном случае компьютер изначальной энергии будет занимать всю комнату, что будет слишком хлопотно. Его нельзя будет использовать в обычных задачах и нельзя будет продавать гражданам. Юнь Тиньхэ и Гоу Цинцу вытерли пот. Просьбы председателя могут напугать человека до смерти, на создание этого компьютера у них ушло более года, но он хочет продавать эти вещи миру. Это была просто шутка, Чутянь сказал. Мы собираемся сделать автоматический гравировщик рун, который будет работать с интеллектуальным компьютером. Мастерам массивов не нужно будет гравировать каждую руну одну за другой. Таким образом, производство талисманов и пилюль станет автоматическим, и мы сможем повысить свою эффективность. Автоматическим гравировщикам рун потребуются исходные камни для запуска. Это произошло потому, что энергия в исходных камнях была ближе всего к той, что была у людей, поэтому ее можно было использовать для энергетических массивов. Энергия внутри аккумуляторов изначальной энергии была промышленной энергией, поэтому ее можно было использовать для питания энергетических массивов, но ее нельзя было использовать для их изготовления. Стоимость автоматического гравера была довольно большой, но это освободит большое количество рабочей силы, поэтому все равно повысит эффективность. Гоу Цинцюй сказал, энергетические матрицы все еще не имеют ядра. Тебе не нужно упоминать об этом, я уже принес их. Чутянь махнул рукой и достал искусственный интеллект 0. Начни комбинацию. Бесформенное тело 0 плыло в центр большой энергетической матрицы, где был помещен кристалл. 0 непосредственно вошел в кристалл, и через мгновение невидимая энергия прошла через него, когда вся энергетическая матрица ожила.
Чутянь прямо спросил: «Ноль, как ты себя чувствуешь?» Голос Ноля исходил из матрицы. Вся функция матрицы синхронизирована со мной. «Ноль, ты действительно такой сильный. Ты не просто хвастаешься, верно?» Мэнин немного не верила, поэтому она задала серию вопросов. «Тогда позволь мне проверить тебя. 2525413 умноженное на 4342342. Какое окончательное число?» Ноль ответил без каких-либо колебаний. Мэнин потратила несколько минут, чтобы посчитать все это, и обнаружила, что ответ был совершенно правильным. Даже десятичные дроби были правильными для нескольких сотен позиций. Она мгновенно показала трепет. Чутянь дразнил Мэн-ин дразнящей улыбкой. «Ты хочешь загнать Ноль в тупик с этой маленькой проблемой?» Мэн Цину никогда не думала, что комбинация искусственного интеллекта и энергетической матрицы будет иметь такой шокирующий эффект. Давайте переместим этот компьютер изначальной энергии в город чудес. Мы можем использовать его для бухгалтерии, счетов банка чудес, информации о гражданах и даже для расчетов развития города. Я думаю, что он будет полезен для всего. Как это может быть только так? Чутянь со слабой улыбкой сказал: матричный компьютер изначальной энергии может рассчитывать со скоростью, с которой люди не могут сравниться. Мы можем использовать его, чтобы сделать духовную область более стабильной, создать новые источники энергии, сделать оружие изначальной энергии более ужасающим и сделать наше производство более утонченным. После того, как его вычислительная мощность в будущем увеличится в сотни раз, мы сможем использовать его для расчета различных изменений. Короче говоря, вы даже не можете себе представить все его применения. Невероятно, Ноль был первым суперкомпьютером изначальной энергии на континенте. Хотя его творческий подход не может сравниться с людьми, с точки зрения логики и вычислений, это не было чем-то, с чем смертные могли бы тягаться. Просто эта его часть уже достигла уровня духовного бога. Чутянь приказал: молодая мисс отправит Ноль в город чудес. Ты единственная, кроме меня, с самым высоким разрешением у Ноля. Ноль теперь будет отвечать за управление городом чудес, и я верю, что при наличии такой вещи скорость развития города значительно увеличится. Мэн Цин спросила: когда вы сможете сделать второго? Гоу Цинцу и Юнь Тиньхэ посмотрели друг на друга. Боюсь, это займет еще месяц. Так долго? Нет. Чутянь покачал головой и сказал: нанимайте больше людей, я также отправлю карликов помочь вам. Сначала сделайте гравировщика для рун, у нас нет времени делать их один за другим, поэтому эта штука должна иметь возможность массового производства массивов. Вам также нужно сделать компьютеры меньше и увеличить скорость вычислений. Да. Рождение интеллектуальных компьютеров. Это было истинное начало Чутяня. Глава 452. Решение об уничтожении. Суперматричный компьютер изначальной энергии, созданный человеком с разумным духовным телом. Это были две совершенно разные вещи. Если бы они следовали нормальному течению истории, эти две вещи появились бы примерно через 400-500 лет. Сначала появился бы компьютер изначальной энергии, а затем искусственный интеллект. Поэтому самые ранние в истории компьютеры изначальной энергии были созданы людьми и использовались в основном для расчетов и создания статистики. В конце концов, у людей не было метода интеграции его с матрицей, а у матрицы не было никакого разума. Но когда появился искусственный интеллект, ситуация изменилась. Гоу Цинцу взволнованно сказал: эта вещь неизбежно войдет в историю, председатель должен дать ей новое имя. Чутянь также подумал, что компьютер не очень хорошо звучит, поэтому он сказал находящимся рядом с ним людям: «Я плохо разбираюсь в именах, вы, ребята, должны решить это сами». «У меня есть идея». Мэнин почесала голову, прежде чем выпалить: «Он такой умный, почему бы нам просто не назвать его умным мозгом?» «Как вы думаете?» Мэн Цин удовлетворенно кивнула. «Я думаю, что это звучит довольно хорошо». Чутянь принял решение, даже не подумав об этом. Хорошо, он будет называться умным мозгом. Умный мозг — это был суперкомпьютер с возможностями обучения и сверхмощной вычислительной способностью. Позже он будет внедрен в различные области. Это станет важной частью в истории континента и большим шагом в развитии комитета чудотворной торговли. Мэн Цин уже была немного нетерпелива. Сначала отправьте этот умный мозг в город чудес. Я хочу понять, насколько мы сможем использовать этот суперкомпьютер. Чутянь махнул ей рукой. Зачем так спешить, молодая мисс? Умный мозг не убежит, если его оставить здесь. Теперь, когда есть транспортный канал между городом чудес и центральным государством, мы можем в одно мгновение переходить между ними. Поэтому не нужно так спешить. Верно, с транспортной башней действительно удобнее. Кстати говоря, о транспортной башне, она потребляет совсем немного энергии каждый раз, когда мы ее используем,
поэтому мы должны ограничить количество людей, которые могут использовать ее каждый день. Кроме того, хотя транспортная башня делает передвижения более удобными, она увеличивает нашу опасность и нестабильность. Например, кто-то может использовать транспортную башню, чтобы причинить вред городу чудес. Мэн Цину спросила, есть ли способ ограничить ее? Когда транспортные башни будут построены по всему миру? Для Комитета чудотворной торговли будет невозможно надежно охранять каждую транспортную башню, поэтому такая ситуация была реальной опасностью. Транспортные башни будут подключены к умному мозгу в будущем, поэтому мы сможем контролировать, когда они открываются, и видеть, что происходит, так что не нужно беспокоиться. Чу Тянь на секунду остановился, продолжив. Что касается сейчас. Мы можем только установить лимит и ограничить использование транспортных башен. Мэн Цин укивнула. Они разработали правила и руководство транспортной башни Комитета чудотворной торговли. В этих правилах четко написано, прежде чем использовать транспортную башню, необходимо сначала заполнить разрешение на использование транспортной башни и разрешение транспортной башни для целевого местоположения. Первое — это разрешение на использование транспортной башни, а второе — на открытие транспортной башни в указанном месте. Кроме высокопоставленных членов Комитета чудотворной торговли со специальной юрисдикцией, каждое использование транспортной башни должно требовать, чтобы заявление было подано за один день. Время и место должны быть четко обозначены, и после получения разрешения должны быть оплачены 20 исходных камней для предоставления транспортных услуг. В итоге им придется потратить 20 исходных камней низкого качества. Если бы эти 20 исходных камней были бы обменены на золотые монеты страны Южного Лета, это было бы 20 миллионов золотых монет. Это богатство было трудно представить себе нормальным людям, но оно было хорошим сдерживающим фактором. Не будет чрезмерного использования транспортной башни, и это предотвратит возникновение опасности. Мэн Цин удовлетворенно кивнула. Так было намного безопаснее. Транспортная башня стала не просто безопаснее, она также создала основу для бизнеса. В ту ночь в Южном летнем королевском дворце собрались высшие чиновники Комитета чудотворной торговли. Южный летний король проводил большой банкет, чтобы отпраздновать славу Комитета чудотворной торговли и поблагодарить их за поддержку и заботу о южной летней стране. Плавное развитие Комитета чудотворной торговли нельзя отделить от маркиза Божественного ветра Юнь Тиньхэ и южного летнего короля Дун Фангана. Южная летняя страна, пережившая несколько кризисов, также была благодаря помощи Комитета чудотворной торговли. Особенно после того, как имперский регион был разрушен, южная летняя страна должна была перенести свою столицу в центральное государство. Чу Тянь вывел свою команду из центрального государства, но они продолжали отсылать ресурсы и продавать оружие в стране Южного Лета, что позволило почти мертвой стране Южного Лета быстро восстановиться. Вся южная летняя страна была наполнена благодарностью Чу Тяню. Хотя Комитет чудотворной торговли постепенно покинет королевство, его влияние никогда не исчезнет. Комитет чудотворной торговли оставил большое количество фабрик и лабораторий в южной летней стране, которые останутся в эксплуатации. Мало того, что это создало много рабочих мест для южной летней страны, это также сделало бы южную летнюю страну более оживленной. Мэн Ин, Нангунь Юнь и Вивиан были очень счастливы. 3 девушки уже покраснели от опустошения своих чашек. Выпей еще одну чашку. Мы пойдем в театр после того, как закончим есть. Хорошо, я слышал, что недавно появились новые работы. Нангунь Юнь и Мэн Ин были очень эмоциональны по отношению к центральному государству. В конце концов, они выросли здесь, имея более 10 лет воспоминаний. Щеки Мэн Ин были полностью красными. Вернуться было несложно. Я думала, что у меня не будет шансов в этой жизни. Кто бы мог подумать, что после того, как будут построены эти транспортные башни, мы сможем вернуться и поиграть, когда захотим. Это действительно здорово. Правильно. Нангунь Юнь начала смеяться. Наш босс действительно обладает навыками. Вивиан также щебетала. Теперь расстояние не является проблемой. Мы можем прийти, когда захотим. Мы можем пойти за покупками, поесть еду или сходить в театр, чтобы посмотреть фильм. Такая жизнь поистине прекрасна. Большой брат Чу Тянь слишком велик. Деларес также вызвали из города чудес. Это был ее первый раз в человеческом месте. В настоящее время она с любопытством смотрела на все. Это то место, откуда прибыл вице-лорд. Похоже, что статус вице-лорда в этой стране не низкий. Мэн Цин укивнула со слабой улыбкой. Она не любила пить, поэтому она всегда останавливалась после нескольких глотков, сохраняя трезвый разум для себя. Она покачала головой с горькой улыбкой. Какой статус? Если бы это было год назад, я была бы маленьким торговцем в маленьком городке в нескольких сотнях миль отсюда. Каждый день ведя себя осторожно, живя на грани жизни и смерти. Как это может быть? Удивленно воскликнула Деларес. Ваша компания такая большая, вы благородная мисс, и вы такая умная, как вы могли бы быть мелким торговцем? Я не верю в это. Человеческое общество сложнее, чем лес. В то время у меня не было сил, опыта и навыков,
как я могла бы иметь какие-либо достижения. Сказала Мэн Цин У, и ее глаза немного размылись, все изменилось в этом году. Комитет чудотворной торговли был построен с нуля, переходя от малого к большому, это действительно шокирует. Год, комитету чудотворной торговли всего год, Деларес чувствовала, что ее рот не может закрыться. Все это не было шедевром Мэн Цину, все это принадлежало таинственному владыке города чудес. Он действительно был невероятным человеком. Этот король объявит о нескольких вещах. Южный летний король слегка поднял руку. Комитет чудотворной торговли получил заслуги для южной летней страны, поэтому теперь маркиз облачной мечты станет правителем облачной мечты, Нангунь Юнь будет маркизом Фениксом, а Мэн Ин будет ярким маркизом. Южная летняя страна невелика и не может предоставить землю, так что, хотя это лишь пустые титулы, они символизируют дружбу южной летней страны. Будь то Нангунь или Ин, они действительно не заботились о титулах маркизов. Ресурсы, которые у них сейчас есть, как титул мог сравниться с ними, не говоря уже о пустом титуле. Однако, быть удостоенными звания дворянства на их родине, это все равно было почетно. Пока все веселились. Внезапно прозвучало устройство связи Южного летнего короля. Было нормально иметь портативные устройства связи в центральном государстве. Почти у любого человека с небольшим статусом было устройство связи, так как же у Южного летнего короля его могло не быть? Южный летний король сказал лишь несколько слов, прежде чем его брови сморщились. Что-то происходит на северной линии обороны. Этот король не может остаться со всеми, я уйду первым. Что вы сказали? Может быть, северные духовные звери снова вернулись. Нангунь Юнь чуть не перевернула стол. Этому абсурду когда-нибудь наступит конец? Это не атака. Южный летний король покачал головой и сказал, это скорее преследование. Вы все кое-чего не знаете, сказал сбоку Юнь Тиньхэ. За то время, как вы покинули южную летнюю страну, королевство боевых гончих уже 5-6 раз преследовало южную летнюю страну. Хотя они возвращаются без какого-либо успеха, они все же вызывают немного проблем. Южная летняя страна может защищаться от нападения гончих, но у нас недостаточно военной силы, чтобы начать контратаку. Сейчас север и юг полностью разделены. Чутянь поднял брови. Насколько сильна страна боевых гончих? После битвы на озере 4 государств король Фэн и его армия были полностью уничтожены. Боевые гончие собрали еще 300 тысяч элит на равнинах, а королевство Орлиного захоронения увеличило их еще на 300 тысяч, разместив в своих фортах около 600 тысяч. Хотя их гарнизон увеличивался, они все время беспокоят нас, но не атакуют, что означает, что они экономят свои силы. Как только их армия увеличится до определенного уровня, они снова нападут на южную летнюю страну. Слишком трудно иметь такую непредсказуемую бомбу рядом с нами. Чутянь посмотрел на молодую мисс рядом с ним. Как насчет того, чтобы мы истребили их в свободное время? Вот так просто. Глаза южного летнего короля и всех остальных вылупились. Тон Чутяня был несравненно случайным, несмотря на то, что он говорил об уничтожении Большого Королевства. Это было скорее похоже на разговор о сегодняшней погоде. Кто бы мог подумать, что, столкнувшись с предложением Чутяня, Мэн Цин У совсем не удивится. Она только немного подумала, прежде чем кивнуть и сказать «согласна». Индустрия комитета чудотворной торговли в центральном государстве немала, и иметь такого активного врага, словно иметь рыбную кость в горле, мы должны устранить их как можно скорее. Мы также сможем отомстить за героические поступки старшего маршала Дунфан Крана. Глава 453. Лесные гости. Страна боевых гончих была все еще большим королевством, и все их граждане были солдатами. Так как их можно было так легко уничтожить, комитет чудотворной торговли покинул южную летнюю страну не так давно, так как их тон мог стать таким высокомерным. Было бы нормально, если бы Чутянь был таким, но почему Мэн Цин У тоже была такой самоуверенной? Сила южной летней страны восстановилась, но нам все еще не хватает боевой силы. Мы можем защитить себя, но не можем дать отпор. Южный летний король вздохнул, не говоря уже о том, что даже если мы и уничтожили главные силы королевства боевых гончих, в нем все еще есть десятки миллионов духовных зверей. И за равнинами боевых гончих стояло несравненное могущественное королевство Орлиного захоронения. Это была правда. Уровень враждующего королевства был немаленьким. Количество и качество экспертов королевства Орлиного захоронения было не выше великанов Леса Хаоса, но королевство Орлиного захоронения все еще оставалось очень большим королевством. У них было 1,5 миллиарда граждан, и это было царство духовных зверей, была очень большая разница между человеческими царствами и царствами духовных зверей. Человеческие царства были богаты и культурны, а царства духовных зверей были варварскими. Даже если в человеческом царстве и царстве духовных зверей были армии одного уровня, они не были противниками друг друга.
Королевство боевых гончих с десятком миллионов солдат может победить южную летнюю страну с 200 миллионов солдат. Это было царство духовных зверя, все их граждане были солдатами, население королевства Орлиного захоронения составляло 1,5 миллиарда человек, это было уже очень большое королевство на континенте. Более того, благодаря особому царству духовных зверей, у них была очень большая армия, особенно потому, что они были враждующим королевством, сражавшимся во всех 4 направлениях. Таким образом, в королевстве Орлиного захоронения находились десятки миллионов солдат, грабящих во всех 4 направлениях и живущих, чтобы сражаться. Куда бы они ни шли, все города и страны платили дань. В течение этих лет королевство Орлиного захоронения совершало набеги во всех направлениях. Их армии увеличивались, и это было королевство, которое постоянно расширялось. Южная летняя страна была лишь одной из южных стран, которую пытается покорить королевство Орлиного захоронения, поэтому их силу нельзя недооценивать. Даже если королевство Орлиного захоронения сильное, они сражаются на всех 4 фронтах и не могут собрать свою боевую силу. Для их армии невозможно прибыть в южную летнюю страну. Мэн Цин не беспокоилась о королевстве Орлиного захоронения. Если бы у королевства Орлиного захоронения было бы достаточно боевой силы, что они делали бы в течение полугода? Задержка на долгое время и отправка лишь 300 тысяч в королевство боевых гончих — это означало, что королевство Орлиного захоронения не может мобилизовать слишком много своих сил прямо сейчас. Как только мы нападем на север, мы сформируем буферную зону, поэтому центральное государство не будет сталкиваться с постоянными атаками духовных зверей. Чутянь хлопнул по столу. Мы просто пойдем в Варбанг. Мы напрямую будем править равнинами боевых гончих и создадим северную воинствующую страну. Все потеряли дар речи. Это становилось все более и более странным. Королевство боевых гончих может разрушить их страну, так как же можно легко захватить равнину боевых гончих? Духовные звери были кочевым племенем, и это была обширная прерия в десятки тысяч миль. Они могли появляться, когда хотели, и их местонахождение было непредсказуемым, так как их можно было легко найти. Мэн Цину не согласилась, но все же начала отдавать приказы. Новое поколение оружия изначальной энергии закончено, мы могли бы также использовать этот шанс, чтобы проверить их силу. Пусть Дун Фан Хааран возглавит берсерков Комитета чудотворной торговли в Южном государстве. Гоу Цинцу быстро сказал: «Председатели, мы должны пересмотреть этот вопрос». В течение этих нескольких месяцев Комитет чудотворной торговли обучал армию Южного государства, потребляя миллиарды золотых монет. Расходы на армию, награды за заслуги и другие расходы не станут шуткой, когда они будут задействованы. Юнь Тиньхэ также сказал: «Эта большая война будет очень трудоемкой, возможно, она повлияет на развитие Комитета чудотворной торговли. Мы должны выждать, а когда настанет время, Королевство и Комитет чудотворной торговли будут атаковать вместе, наш Комитет чудотворной торговли не заботится об этих мелких суммах». Чутянь уже решил: центральному государственному городу не нужно ничего делать, силы нашего города чудес достаточно. Эта битва закончится менее чем через месяц, и мы объединим равнины боевых гончих через 2 месяца. Южный летний король нахмурился. Чутянь, любящий похвастаться, это нормально, ведь у него была основа для его высокомерия. Однако Мэн Цин была стабильным человеком и никогда не терпела убытков. Если они оба имели такую уверенность, возможно, они действительно могли бы решить эту проблему. Хорошо. Поскольку вы двое уже решили сражаться, как может этот король все еще отступать? Нынешний летний король был мудрым человеком. Страна Южного лета не сможет оказать слишком большую поддержку, иначе народ страны пострадает. Этот король решил предоставить 150 тысяч солдат, чтобы отправиться на север со всеми вами. Не было абсолютно никакой необходимости в предоставлении 150 тысяч солдат центральным государственным городам. После долгого пребывания в лесу хаоса армия южной летней страны была слаба в их глазах, ничем не отличаясь от глиняных горшков. Южный государственный город был казармой Комитета чудотворной торговли, и там было около 30 тысяч варваров-берсерков. Эти берсерки намного превосходили сотни тысяч обычных солдат южной летней страны. Если бы это не были специальные войска, такие как рыцари-грифоны или рыцари земного дракона, они не смогли бы конкурировать с варварами. Но насколько сложно было тренировать эти особые войска, если бы в южной летней стране было 20-30 тысяч рыцарей-грифонов или рыцарей земного дракона? История была бы другой. Самой страшной частью Комитета чудотворной торговли была не их особая армия, а ужасающее оборудование, которым они обладали. Оружие изначальной энергии увеличивало силу армии в несколько раз, совсем не уступая элитам враждующих королевств. Генералом-полководцем Комитета чудотворной торговли был Дун Фан Хааран. Это был предыдущий наследный принц страны Южного лета и нынешний уважаемый военный правитель. Его успехи в этом полугодии были очень большими, но он никогда не командовал большой битвой, так что это был хороший шанс обучить его. Через несколько часов. Центральная государственная транспортная башня начала светиться. Вождь Минотавров Арнольд, шаманский жрец Лус, вождь Агров Натаниэль, вождь тигрового клана Андре.
и еще несколько человек из Леса Хаоса, все они были воинами с наибольшей силой. Южный Летний Король, Маркиз Божественного Ветра и Маркиз Золотая Стрела были шокированы, и их лица дергались. Они никогда не видели столько представителей разных рас. Что поразило Южного Летнего Короля и Маркиза Божественного Ветра, так это то, что все были в третьем слое Истинного Духа, и даже самый сильный среди них был в четвертом слое Истинного Духа. Это было несколько десятков экспертов Истинного Духа, это был состав, о котором маленькое королевство, подобное Южной Летней стране, никогда не осмеливалось мечтать. Любой из этих людей мог сражаться со всеми без соперников. Роли этих людей на поле битвы превзойдут несколько сотен тысяч лет, если бы эти люди создали бы проблемы в центральном государстве. Последствия были бы невообразимыми. По крайней мере, в центральном государственном городе не было бы никого, кто мог бы им противостоять. Городской лорд. Большие ноздри Арнольда выпустили пар. Как нас внезапно послали сюда? Где это? Другие люди все еще не отреагировали, поскольку они смотрели налево и направо с шокированными выражениями. Глаза Агров скользнули по людям. Эти жестокие глаза открывали острую ауру, из-за которой людям было трудно дышать. Вы все слушайте внимательно. Чутянь шел впереди них, заложив руки за спину. Он противостоял этим жестоким лесным жителям, и их ауры вообще не затрагивали его. Не говорите, что этот городской лорд не дал вам шанса. Это королевство за пределами Леса Хаоса, и на севере есть огромные степи с огромным количеством еды и территории, которую можно захватить. И я привел вас сюда, чтобы захватить эту территорию и еду. Глаза местных жителей начали сиять. Они вышли за пределы Леса Хаоса, чтобы захватить территорию и еду. Этот вопрос был действительно очень редким для них. Люди там очень слабые, поэтому вам нужно правильно воспользоваться этим шансом. Да, городской лорд. Эти люди в волнении потирали руки. Чутянь махнул рукой и указал всем успокоиться. Это Южный Летний Король. Южный Летний Король немного успокоился и немедленно заставил людей подготовить еду. Эти храбрые воины приехали издалека, Южная Летняя страна была небрежна и должным образом не поприветствовала вас. Кто-нибудь, идите и приготовьте приемы для этих воинов. Эти люди никогда не покидали лес в своей жизни. Эти бедняжки, как они могли наслаждаться богатой жизнью людей? Южный Летний Король и высокопоставленные члены Южной Летней страны придавали большое значение этому вопросу. К счастью, эти люди посетили Южную Летнюю страну, это было то, чего они никогда не могли себе представить. В течение следующих 2 дней. Независимо от того, сколько они ели и пили, там был кто-то, чтобы служить им. Это был опыт, с которым они никогда не сталкивались. Когда эти лесные гости гуляли по городу, они вызывали переполох в центральном государственном городе, заставляя людей бегать на четвереньках. Однако, когда вещательные станции и крупные новости объявили, кто они, их статус изменился среди людей. Эти странно выглядящие парни были на самом деле подкреплением из бесконечных лесов на юге. Они были воинами, прибывшими, чтобы сражаться со страной боевых гончих за Южную Летнюю страну. Каждый из них был настоящим мастером, граждане Южного Лета больше не были напуганы и относились к ним как к героям. Когда Арнольд и другие встретились с этим обращением, было похоже, что они попали на небеса в течение 2 дней. Их эго было полностью удовлетворено. В это время дирижабль «Небесное око» над озером 4 государств послала обратно информацию и изображение. Вражеская армия была найдена. Они на севере и в основном едут на летающих лошадях. Хотя изображение было нечетким, они все же могли сказать, что в армии королевства Орлиного Захоронения было около 20 тысяч человек. Скорее всего, из-за своего опыта, страна боевых гончих не смела сражаться с Южной Летней страной на воде. Вместо этого они использовали гигантских птиц для перевозки своей армии, и на каждом из них было 600-700 солдат. Помимо гигантских птиц, на летающих лошадях ехали люди, и эта комбинация сделала их путешествие довольно безопасным. Было ясно, что их целью была гавань, фабрика или другие крупные районы центрального государственного города, что привело бы к потерям и неприятностям для страны Южного Лета. Тогда они немедленно отступят и не продлят атаку. Гигантские транспортные звери и воздушные рыцари работали друг с другом. Воздушно-десантная армия страны Южного Лета была слабой, поэтому эта армия была подготовлена к долгосрочным и краткосрочным боям. Комитет чудотворной торговли купил и обучил много летающих демонических зверей из племен вокруг Олдмана, но мощность транспортной башни была ограничена, и, если только они не построят космические врата, они не смогут перевести целую армию. Но в этом не было необходимости, их сила уже была достаточной. Глава 454. Ракетная установка. Кристаллическая нефть из Олдмана уже добывалась, а благодаря Серебряной кристальной нефтекомпания уже начала разработку нового поколения энергии. Исходя из этого, естественно, они создали оружие нового поколения. Комитет чудотворной торговли создал большой рынок в Олдмане,
и они продолжали отправлять материалы на секретный оружейный завод в южной летней стране. Теперь они уже сделали кучу оружия. Мэн Цин связалась с фабрикой, и тут же была отправлена куча новейшего оружия. Они выглядели как пушки изначальной энергии, но в то же время они были другими. Пушка изначальной энергии посылала снаряды с энергетическими волнами и создавала гигантские взрывы для летальности. Однако, несмотря на то, что пушки изначальной энергии были сильны, был один большой недостаток, который трудно игнорировать. Сжатая энергия использовалась для отправки энергетических волн, поэтому атака становилась слабее, поскольку потребляла энергию. Когда достигалось определенное расстояние, оно полностью рассеивало всю энергию, ограничивая дальность и эффективное расстояние стрельбы. Оружие, отправленное сейчас, было оружием, которое могло стрелять боевыми патронами, как крупномасштабная ракетная установка. Сотрудники Комитета чудотворной торговли принесли ракету длиной более 3 метров. Ракета была несравненно большой и такой же толстой, как нога взрослого человека. В нее были встроены голубые кристаллы, на которых было нанесено большое количество рун, излучающих волны энергии. Дно ракет и ракетных пусковых установок имеют соответствующие массивы, стимулирующие источник энергии. Как только ракета активируется, большое количество энергии зарядит ее, и она сможет преодолеть более 100 миль. Она имеет среднюю скорость 7 миль в секунду и взорвется, как только столкнется с чем-либо или же столкнется с большим сопротивлением. Это очень хорошее оружие дальнего действия. Головка ракеты построена на энергии второго поколения, поэтому она очень мощная. Даже эксперту на поздней стадии истинного духа будет трудно сопротивляться. Мэн Цин продолжал объяснять, это оружие было изобретено для нападения на деревни и крупные цели, которые не могут передвигаться. Но теперь, когда у нас есть умный мозг, мы сможем попытаться атаковать движущиеся армии. Чу Тянь сказал, вместо того, чтобы попусту болтать, не должны ли мы просто проверить ее? 0. Ты готов? Подготовка завершена. Хорошо, начинаем. Несколько новых линейных кораблей были состыкованы в Центральном государственном порту. Это были линейные корабли нового поколения, созданные силами Южного летнего королевского клана и Комитетом чудотворной торговли. Они не только использовали движение энергии высокого уровня, они также были оснащены пушками изначальной энергии первого поколения. Будь то скорость или боевая мощь, они были несравненны. 5 ракетных установок были отправлены на палубу большого линкора. Ракетные установки не контролировались вручную, скорее 0 построил здесь временный стенд управления. Это контрольный стенд не только контролировал ракетную установку, он также был связан с информацией, посылаемой из дирижабля «Небесное око». Положение, скорость и направление противника были отправлены на матричный компьютер изначальной энергии, и были задействованы 10 энергетических колонн, поскольку вся система работала очень быстро. Это поколение умного мозга было большим и медленным, но оно все равно могло производить 500 миллионов вычислений в секунду, что было достаточно для обработки большого количества информации. С учетом позиции противника, путей передвижения, скорости полета и количества оружия, этого было достаточно, чтобы рассчитать лучший способ защиты. Армия южной летней страны собралась. 150 тысяч элитных военнослужащих центрального государственного города поднялись на борт кораблей, и 30 тысяч берсерков южного государства собрались по пути. Однако обе стороны были далеко друг от друга и не могли ничего увидеть даже с помощью телескопа, так как они могли нацелиться на воздушно-десантные подразделения. Это было не то же самое, что бомбить город. Цель была далеко, мала и двигалась, это было непросто. Группа Южного летнего короля и группа Арнольда все стояли на палубе, ожидая чего-то. Цели находятся в зоне поражения, ракеты могут быть запущены. Вероятность попадания составляет 87%. 0 механически сказал без каких-либо эмоций: «Вы хотите начать запуск?» Чу Тянь посмотрел на пустое небо и кивнул: «Огонь!» 0 холодно сказал: «Начало запуска». Ракетная установка была слегка отрегулирована, и с несколькими взрывами вылетело 5 длинных заостренных копий, похожих на ракеты. Все они взмыли в облака, выпуская слабый сине-белый энергетический след. Их скорость была невероятно быстрой, и казалось, что они проникнут в космос. Слишком быстро. Ракеты преодолели звуковой барьер, прежде чем резко ускориться, достигнув максимальной скорости за несколько секунд. Скорость около 6-7 миль в секунду почти в 10 раз превышала скорость звука, скорость, превышающая скорость звука в 10 раз. Насколько это удивительно, даже экспертам Царства Истинного Духа было бы трудно достичь подобной скорости. Армия боевых гончих была в небе 1000 метров над землей, и все они не знали о приближающейся опасности. Когда они смутно увидели несколько огней в небе, было уже слишком поздно. Ракеты были намного быстрее скорости звука, поэтому было уже слишком поздно, когда они услышали, как они преодолевают звуковой барьер. 5 ракет пылали в небе, превратившись в 5 метеоров, которые упали с небес.
Они преодолели десятки тысяч миль, выглядя растрепанными, двигаясь вперед. Армия боевых гончих даже не успела вскрикнуть, прежде чем 5 ракет поразили гигантских птиц. Там не было взрыва, это была скорее буря, это был впечатляющий расширяющийся энергетический шторм, гигантские птицы были поглощены штормом энергии, а их тела были разорваны на куски плоти. Несколько сотен элит боевых гончих были мгновенно разорваны на части, не оставив даже одного целого тела. Ужасающе, слишком ужасающе, все смотрели на энергетический шторм на расстоянии. Даже если бы они не были унесены мощным энергетическим штормом, им было бы трудно сдержать страх. Этого не может быть. Глаза Нангунь Юня раскрылись в шоке. Почему это так мощно? Чутянь удовлетворенно кивнул. Это оружие неплохое, в будущем мы должны сделать его сильнее. Этот вид ракетного и чистого энергетического оружия имел бы свой период. У пушек изначальной энергии была короткая огневая дальность, но теперь это было решено, и они больше не могли быть перехвачены. Однако была одна загвоздка: стрельба массой энергетических волн имела слишком высокую потребность в особых материалах для пускового устройства. Для такого вида компактной энергии высокого уровня мог ли выдержать обычный материал? Таким образом, использованные материалы были те, что использовались для высокоуровневых пушек изначальной энергии. Ракетная установка имела слишком большой радиус действия. Когда у Комитета чудотворной торговли появился умный мозг с большим количеством информации и автоматизации, это стало очень сильным сдерживающим фактором. Потому что они послали снаряд, и до его активации не было бы никакого потребления. Конечно, недостаток заключался в том, что его было бы легче перехватить, а мощь уступала бы пушкам изначальной энергии. Чутянь сказал: «Сколько еще у нас ракет?» Мэн Цину покачала головой и сказала: «Это новейшее оружие, и оно используется впервые, поэтому нет никаких запасов». Это было первое настоящее испытание. Что? Поистине разочаровывает. Чутянь вздохнул и сказал: «Производственные силы компании слишком слабы, мы должны укрепить их как можно скорее». «Хорошо, все слушайте мой приказ, немедленно идите и поймайте рыбу в наших сетях». Хотя у них больше не было ракет, они уже достигли своей цели. Несколько крупных птиц были убиты, а многие солдаты боевых гончих получили серьезные ранения. Они понесли такие тяжелые потери еще до того, как достигли территории центрального государства. Можно было представить, насколько велик был удар по армии боевых гончих. У оставшихся в живых не будет боевых способностей или же боевого духа. 150 тысяч солдат страны Южного Лета активировали свои корабли, и несколько сотен военных кораблей рассекли поверхность озера. Эта сцена выглядела великолепно. У всех была только одна цель: они захватили бы порт к северу от озера 4 государств и напали бы прямо на крепость боевых гончих. Разбросанную армию гончих не нужно было преследовать вообще. Банда гигантских акул заблокировала всех отступающих солдат, поймав все войска гончих в гигантской сети. Банда гигантских акул также претерпела большие изменения после ухода Чутяня. Босс Ю уже был экспертом царства истинного духа, и банда гигантских акул удвоилась за полгода, став первоклассной силой в южной летней стране. Этой силой никто не смел пренебрегать, особенно в озере 4 государств. Первым прибыл флот с воинами-берсерками из южного государства. После того, как войска южной летней страны собрались с ними, они отправились в государственный порт Канг. Южные летние офицеры слишком долго ждали этой контратаки, и южная летняя страна испытывала глубокую ненависть к боевым гончим, особенно после того, как их имперский город был захвачен, и они потеряли северные государства. Бесчисленные жители страны Южного Лета были убиты и разграблены, а вся страна Южного Лета была полна ярости. Только столкнувшись с агрессивными боевыми гончими, южная летняя страна не могла ничего сделать. Чутянь снова поднял боевой дух в войсках страны Южного Лета. В этот раз в битве участвовал Комитет чудотворной торговли, поэтому они наверняка преуспеют, их моральный дух разразился, создав ауру, которая распространилась на десятки тысяч миль. Они продолжали двигаться вперед, не останавливаясь ни на секунду. Боевые гончие никогда не предполагали, что южная летняя армия внезапно вступит в решающую битву. Страна Южного Лета рассчитывала застать их врасплох, чтобы прорваться через их фундамент и захватить землю, потерянную их страной. Чутянь сказал: «Такая прямая атака создаст слишком много жертв, сначала мы пойдем за ними и сыграем пару трюков». Хорошо. Вивиан сразу же перенесла Чутяня своей космической телепортацией. Врожденная пространственная энергия Вивиан была очень хорошей, они могли пройти несколько сотен миль с одной пространственной телепортацией. Хотя Чутянь также мог использовать пространственную энергию, его пространственная техника пока не может сравниться с ней. Мы прибыли. Они прибыли в государство Канг за день до прибытия флота. Это была связь между государством Канг и имперским регионом. В государстве Канг было несколько портов, и это было торговое место южной летней страны, но с тех пор, как духовные звери боевых гончих заняли это место, оно сильно изменилось.
Чутянь вошел в форт государства Канг со способностями Вивиан. Они быстро установили мощную взрывчатку в каждом углу форта. Эти взрывчатые вещества были изготовлены с использованием энергетических материалов второго поколения, поэтому они были очень мощными. После того, как все приготовления были сделаны, Чутянь покинул форт без чьего-либо ведома. Теперь ему лишь остается ждать начала хорошего шоу. Глава 455. Возвращение территорий. Вивиан открыла пространство и увела Чутяня. Она уже так устала, что чуть не упала в обморок. Ее маленькое личико было красным от истощения, и на нем были кристальные капельки пота. Она была настолько истощена, что даже не могла говорить. Чутянь похлопал ее по спине, чтобы успокоить ее. «Что с тобой? Ты так устала от таких небольших расстояний». «Старший брат Чутянь, ты так легко говоришь, но я чуть не умерла от истощения». Вивиан каждые 30 секунд телепортировалась с человеком и маленькой лисой. Можно было представить, насколько это утомительно. Разве у старшего брата нет пространственной энергии? Ты явно можешь телепортироваться на такие короткие расстояния самостоятельно. Эта маленькая девочка все еще жаловалась. Мои способности не так совершенны, как твои. Если бы мы сравнивали с точки зрения пространственных способностей, как бы я мог сравниться с тобой? Чутянь бесстыдно похвалил этого маленького эльфа, прежде чем честно сказать: наша деятельность в форте должна быть точной, ею нельзя рисковать, каждая телепортация не может иметь погрешность даже на полметра. Эта возможность обучения, которую я даю тебе, это повысит уровень твоих способностей. Я чувствую, что если твое пространственное совершенствование снова возрастет, то ты станешь гораздо сильнее себя нынешней. Тебе нужно будет только открыть пространственное отверстие, и ты сможешь разместить бомбы прямо. В самом деле, тогда я буду усердно работать. Мысли Вивиан были просты, поэтому она прямо поверила ему. Тогда что нам теперь делать? Божественное око маленькой лисы могло видеть сквозь весь форт. Чутянь привел Вивиан, чтобы разместить большое количество бомб изначальной энергии, проходя очень плавно от начала до конца, не оставляя ни единой подсказки. Теперь они просто ждали прибытия флота. После прихода рассвета небо быстро озарилось светом, когда Южный летний флот, наконец, прибыл. Этот флот был очень большим, достигая нескольких сотен кораблей, причем несколько ведущих были оснащены пушками изначальной энергии. В настоящее время они двигались строем, испуская очень большую ауру. Сторона боевых гончих не была слепой. Как они могли уже не знать об этом? Тревога. На озере много военных кораблей. Блять. Это южные летние обезьяны. Отправьте флот и воздушно-десантные подразделения, немедленно потопите этих обезьян. Южный летний флот находился в нескольких часах езды от порта, и крепость быстро погрузилась в хаос, готовясь к обороне. Боевые гончие захватили север более 6 месяцев назад, и, естественно, у них уже здесь были боевые силы. На самом деле в порту государства Канг было более 100 военных кораблей, которые были собраны боевыми гончими различными способами. Когда эти корабли получили приказы от форта и собирались отплыть из порта, произошел оглушительный взрыв. Банда гигантских акул уже установила бомбы изначальной энергии под военными кораблями, и до того, как две стороны встретились, большинство военных кораблей боевых гончих уже затонуло. Боевые гончие были сбиты с толку. В это время воздушно-десантные части выдвинулись. Боевые гончие все еще имели превосходство в воздухе. Даже если бы в южной летней стране были дирижабли, они были слишком большими и не могли двигаться достаточно быстро. Дирижабли «Наказание небес» могли совершать бомбардировки на больших высотах, но они были очень слабыми с точки зрения воздушного боя. Чутянь холодно рассмеялся, действительно в поисках смерти. Когда воздушно-десантные войска собирались атаковать военные корабли, с палубы военных кораблей разразился дикий шторм из энергетических пуль. Десятки тысяч энергетических пуль заполнили небо, из-за чего рыцари-стервятники боевых гончей были мгновенно разорваны в клочья. Кусочки упали в озеро и окрасили озеро в яркий красный цвет. Оружие изначальной энергии — это была явно пушка изначальной энергии. Боевые гончие знали, что в южной летней стране было немало такого оружия, но они уже подготовились. Они думали, что это не будет иметь значения, если они смогут приблизиться, их оружие станет шуткой. Но в результате они никогда бы не подумали, что штурм южной летней страны будет в 10 раз более ожесточенным, чем они предполагали. 30 тысяч резервных войск из южного государства прибыли. Это была армия Комитета чудотворной торговли. Комитет чудотворной торговли не пожалел средств на обучение этой группы. 30 тысяч варваров-берсерков не только обладали шокирующей силой, но и сформировали группы по 10 человек, в каждой из которых были штурмовые винтовки и переносные пушки, а также пистолеты-пулеметы для каждого участника.
30 тысяч человек означали 3000 штурмовых винтовок, 3000 штурмовых винтовок было достаточно, чтобы создать смертоносный ураган, не говоря уже о том, что Комитет чудотворной торговли изобрел многоцелевой тяжелый пулемет с 6 различными стволами, выпускающий 5-6 тысяч пуль в минуту. Это было оружие, которое было даже более диким, чем штурмовые винтовки. Эксперты по исследованию оружия в Комитете чудотворной торговли назвали его «тяжелая пушка уничтожения». Хотя ей было нелегко передвигаться, после того, как она была установлена, она могла подавить всю область своей мощной огневой мощью, поскольку требования к материалам и энергии были высокими, таких пулеметов было немного. Во всей армии их было только 10, но этого было достаточно, чтобы создать ужасающий убийственный эффект. При такой разнице в силе была ли необходимость сражаться, не то чтобы Чутянь смотрел на этих парней свысока. Не говоря уже о текущем количестве, даже если воздушно-десантные подразделения боевых гончих увеличатся в 3-5 раз, они не смогут представлять угрозу для Южного летнего флота. Комитет чудотворной торговли закупил большое количество материалов и металлов со всего мира, большинство из которых использовалось для изготовления оружия изначальной энергии. Они не продавали много боеприпасов, а вооружали свои собственные армии лучшим оружием и продавали оружие второго поколения в Южную летнюю страну. Не было армии, которая могла бы представить разрушительную мощь этой армии. От воздушно-десантных войск, которые боролись с южными летними войсками, осталось менее половины от первоначального состава, поэтому решено было отступить. Не было ни одного человека, способного приблизиться к Южному летнему флоту. «Закройте форт!» Несколько командиров племени волков кричали в шоке и ярости. Они никогда бы не подумали, что Южная летняя страна станет такой сильной, их оружейный прогресс был слишком быстрым. С битвы за имперский город еще не прошел и год, а их огневая мощь возросла более чем в 10 раз. Солдаты боевых гончих были в замешательстве, пытаясь подготовить оборону форта. Было несколько десятков взрывов, сотрясавших землю, из крепости, в которой были бомбы изначальной энергии, тайно размещенные Чутянем и Вивиан. Хотя было всего несколько десятков бомб, и даже если они были сверхмощными бомбами, они не могли до смерти взорвать сотни тысяч солдат в форте, но не убить их всех не означало, что никакого эффекта не было. Бомбы изначальной энергии были размещены на ключевых позициях, поэтому они не только разрушили оборону форта, но и разрушили несколько укреплений. Солдаты форта быстро впали в замешательство. Южный летний флот в это время уже успел прибыть в порт и начал бомбардировать их оружием изначальной энергии, уничтожив оставшиеся корабли боевых гончих и сам порт. Затем варварские берсерки начали высаживаться один за другим. Войска, защищающие порт боевых гончих, не могли им противостоять. Варварская пехота Комитета чудотворной торговли начала двигаться на берег, вооружившись до зубов. Они прошли через взрывающуюся и горящую крепость, готовя все виды техники. Почти в то же время несколько дирижаблей появились над фортом боевых гончих. Эти небесные корабли открыли свои бомбардировочные двери. Как только Комитет чудотворной торговли отдаст приказ, они сбросят на форт бесчисленное количество мощных бомб. Закончено. Эта битва была полностью закончена. Форт боевых гончих был ягненком на убой. Будь то армия берсерков, дирижабли над их головами или сотни тысяч южных летних солдат, форт, уже находившийся в хаосе, не мог их остановить. Хотя духовные звери были агрессивными, сталкиваясь с этой односторонней бойней, они были полны отчаяния. Они не могли даже следовать инстинктам к отчаянной борьбе пойманного в ловушку зверя. Чутянь увидел, что ситуация закончилась, поэтому он достал устройство связи и обратился по общественному каналу: всем прекратить атаковать. Все силы сразу же прекратили свои атаки. Но они все еще опечатали форт бесчисленным оружием, направленным на них. Боевые гончие не имели даже возможности контратаковать. Подключите усилители дирижабля. Чутянь подключил свое устройство связи к усилителям на дирижаблях. Его голос мог пройти через весь форт, позволяя всем солдатам внутри отчетливо его слышать. «Приветствую вас, друзья мои. Я Чутянь. Я думаю, что все знают меня, поэтому я не буду представляться. С вашим нынешним состоянием у вас нет шансов на победу, поэтому я дам вам шанс выжить. Убейте всех командиров королевства Орлиного захоронения среди вас, сложите оружие и выйдите сдаться. Я клянусь своей репутацией, что мы не будем убивать или плохо обращаться с пленниками. Не верьте им». Изменились лица двух командиров королевства Орлиного захоронения. Люди подлые. Им нельзя доверять. Мы уже проявили свою силу, и у вас нет шансов выиграть этот бой. Даже если королевство Орлиного захоронения лично придет сюда, Комитет чудотворной торговли и Южная летняя страна не боятся. Поскольку больше нет необходимости воевать, зачем вам продолжать приносить бессмысленные жертвы ради королевства Орлиного захоронения? Я даю вам 5 минут. Если нужный мне ответ не появится, я превращу это место в выжженную землю, а затем сожгу равнины гончих. Я искореню все ваше племя.
Это была голая угроза. Какой выбор был боевых гончих? Духовные звери имели насильственную природу, и они знали, что для них было невозможно победить южную летнюю страну в их нынешнем положении. С их дикими звериными инстинктами они вскоре заполонили форт. Через некоторое время шум снова утих. 2 командира и несколько высокопоставленных офицеров, которых послало королевство Орлиного захоронения, были убиты. Сотни тысяч солдат в форте бросили оружие и высоко подняли руки в знак капитуляции. Южные летние люди были немного смущены. Очевидно, что южная летняя страна имела преимущество. Почему они должны были отпустить эти силы? Если бы эти сотни тысяч солдат были убиты, военная мощь королевства боевых гончих была бы серьезно ранена, и им было бы трудно восстановиться. Наш истинный враг, королевство Орлиного захоронения, равнины боевых гончих, это всего лишь подушка между королевством Орлиного захоронения и южной летней страной. До тех пор, пока мы заставим королевство боевых гончих предать королевство Орлиного захоронения, равнины боевых гончих станут нашей подушкой. Основные силы равнины боевых гончих не могут быть потеряны, нам все еще нужно отослать их обратно и даже помочь и экипировать их. Чутянь сказал это, прежде чем добавить. Кроме того, мы также можем показать пример, не убив их. Сделав это, будет легче вернуть нашу территорию. Все было, как сказал Чутянь. Южная летняя страна не только пощадила сотни тысяч пленных, но и позаботилась о них. Когда южная летняя армия вошла в имперский регион, государство Пей и государство Цанг были почти полностью беспрепятственными. Боевые гончие уже не имели веры, и их боевой дух был очень низким. Теперь, когда несколько сотен тысяч главных сил были захвачены, как они могли продолжать сопротивляться, южная летняя армия вернула себе всю украденную у них территорию полгода назад. You have to try this. It's delicious. She's right, and the tea ceremony is beautiful today. It really is a perfect afternoon.